Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Сегодня мы будем рисовать пейзаж, морской пейзаж, а именно море и скалы, но не в обычную хорошую погоду, а в шторм. Итак, что нам для этого понадобится? Нам понадобятся минеральные краски, рисовая бумага, каллиграфические кисти и черные чернила. Итак, приступаем. Начинаем с того, что будем делать, можно так сказать, подмалевок. То есть мы работаем сначала с чернилами. Мы берем достаточно большую объемную кисть и набираем на нее чернила. Для того, чтобы нарисовать первый большой камень, мы набираем достаточно активные чернила и достаточно влаги на кисть. Двигаться мы будем с вами, выполнять мазки сверху вниз, то есть вертикально, поскольку скалы, они, как правило, очень высокие, отрывистые, и поэтому нам, когда мы будем формировать форму скал, лучше всего именно ориентироваться на вертикальное расположение. Затем следующие уже более меньшие камни и боковые скалы мы будем выполнять полусухой кистью и с чернилами. То есть кисть должна быть не совсем сухая, слегка влажная, и на ней должны быть достаточно активные чернила. То есть не серый цвет, а активный черный. Как вы видите, я держу кисть боком, то есть я ставлю как бы ребром, и в начале своего движения я прижимаю кисть, либо ее кончик, либо большую поверхность кисти, в зависимости от размера, то есть объема ширины того мазка, который я хочу получить, и затем делаю движение сверху вниз, оставляю такую вертикальную полосу, но, как вы видите, не везде заполненную, а с пробелами. То есть я работаю с эффектом сухой кисти. Это дает нам сразу очень красивую фактуру и текстуру камня, который мы дальше будем дорабатывать еще другими способами. Итак, намечаем основные наши объекты на рисунке, придерживаясь одного и того же метода. То есть мы продолжаем работать таким образом. Как вы видите, в начале прижатие кисти дает нам достаточно темный отпечаток, и это хорошо, потому что камни, они, как правило, сверху темнее, чем снизу. И у скал справа сбоку мы намечаем, можно сказать, такой береговой край. Здесь мы работаем уже кончиком кисти и горизонтально. Теперь будем работать самым кончиком кисти, или же лучше взять вам сразу малую кисть, если вам трудно работать кончиком большой кисти. Сейчас кисть должна быть сухая и должна работать как карандаш. Мы набираем активный черный цвет и начинаем описывать контур тех скал, которые мы уже с вами наметили. То есть мы их очерчиваем, чтобы их было хорошо видно, у них были четкие очертания. И немного прорабатываем самый большой камень, самую большую скалу. На пейзаже всегда есть, так сказать, главный хозяин. То есть, если вы рисуете камни, всегда из этих камней один будет выделяться, и он будет главным. Если вы рисуете деревья, всегда из этих деревьев одно будет главное, и оно будет выделяться, и от него будут строиться все остальные схожие с ним объекты. Поэтому мы нарисовали его первым, сделали его темным, и затем уже начали строить всю остальную композицию, уже отталкиваясь от этого хозяина, от этого большой скалы слева, который будет принимать на себя самый большой главный удар волны. Итак, продолжаем работать кончиком кисти, очерчивая контуры скал, и в некоторых местах, даже уже на имеющихся прорисованных скалах, можно обозначить какие-то выступающие на переднем плане камни, по тому же самому принципу.
Так, напоминаю, что кисть должна быть сухая, и она должна работать как карандаш. И чернила должны быть активные, черные. Какая линия? Линия, можно сказать, такая прерывающаяся. Мы начинаем с точки, делаем полосу, приостанавливаемся, опять делаем полосу, приостанавливаемся, и такая надрывистая линия, которая всегда будет иметь разную толщину. Но, тем не менее, она прорабатывается кончиком, поэтому она так или иначе будет тонкая. Теперь мы даем абсолютно высохнуть тому черному подмалевку, которую мы сделали чернилами, и берем оттенок коричневого, который нам нравится, светлый, такой песочный. В данном случае это может быть и не коричневый, то есть уже цветовое решение композиции можете поменять. Кисть в данном случае достаточно сухая, но не до конца. И я этой кистью с краской как бы проскрябываю, вот именно проскрябываю по уже имеющимся скалам, заполняя уже имеющуюся форму. Делаю я теми же самыми вертикальными движениями сверху вниз. Проделываю это я уже со всеми нарисованными объектами. Наношу этот самый цвет. То есть мы начали с вами уже работать с цветом. Теперь, после того, как мы нанесли первый цвет, мы даем этому совершенно абсолютно высохнуть. И затем я беру сиреневый, даже фиолетовый цвет и немного смешаю его с чернилами, чтобы приглушить его. Опять же, скажу, что вы можете выбрать любой другой цвет. И этим цветом я начинаю заполнять оставшиеся у меня пустоты. Не обязательно везде, просто там, где мне кажется это интересным и актуальным. Опять же, кисть должна быть средней влажности. И я как бы проскрябываю по имеющимся оставшимся у меня пустотам, заполняя их вот таким приглушенным сиреневым цветом. Оставляю это высыхать, все скалы, и начинаю работать с морем. Мы будем работать несколькими оттенками синего. Я взяла яркий синий, смешала его с фиолетовым и немного приглушила чернилами. То есть я беру сначала самый такой светлый оттенок и начинаю выполнять мазки, которые должны соответствовать форме и структуре того, что я хочу отобразить. То есть, когда вы рисуете какую-то форму, заполняете какую-то форму, вы должны думать о ней и выполнять, подбирать такие мазки, которые подойдут для того, чтобы ее создать. То есть я делаю такие достаточно дугообразные движения, то есть я повторяю, как сказать, гладь, морскую гладь, но не тогда, когда она спокойная, а тогда, когда она в состоянии волны шторма. То есть к скале я подвожу такие дугообразные линии, затем у скалы волна разбивается, и я, соответственно, эти линии закруглила и отвела в сторону. Там, где море заднего плана, мы рисуем, ну вот как обычно, как мы себе представляем волны, только не друг над другом, а вот похоже по структуре на рыбью чешую. Вот. Теперь следующий этап. Когда первый слой моря подсох, мы берем более яркий, более активный синий оттенок, и те самые элементы, которые мы уже рисовали, мы повторяем еще раз, но уже в имеющихся оставшихся пустотах. В основном это дугообразные такие линии. И скажу, что кисть должна быть здесь в данный момент уже сухая, и на ней должна быть краска, чтобы мы, опять же, как бы проскрябывали кистью по бумаге. Итак, между теми имеющимися полосами мы закладываем уже другим цветом еще таких же по форме полос. А теперь, поскольку у нас шторм и ураган, нам нужно, соответственно, отобразить небо. Для этого я взяла фиолетовый, смешала его опять с чернилами и усугубила до темного.
Кисть у меня средней влажности, на ней краска. Я ее сначала прижимаю, а затем резко провожу горизонтальную линию. Делаю это не везде, в некоторых местах, так просто, чтобы обозначить, что у нас сильный ветер и все очень серьезно, потому что погода плохая. Вот. За это время скалы уже подсохли. Я сейчас на сухую кисть набираю более темный оттенок коричневого по отношению к тому, которым я работала, и начинаю опять проскрябывать кистью по имеющимся по скалам. Опять же делаю это вертикально и создаю больше текстуры и фактуры. Делаю это не везде, в некоторых местах, где мне кажется это более актуальным и интересным. Теперь после этого море уже немного подсохло, и я беру самый яркий синий оттенок, на мой взгляд, и опять же по тому же принципу, еще в некоторых местах, где мне кажется это нужным и необходимым, я подчеркиваю уже имеющиеся формы, опять же сухой кистью с краской, проскребывая по бумаге. И теперь я беру белый цвет, когда море уже подсохло, и как бы выполняю мазок в виде запятой, больше всего это похоже на запятую, делаю пену на волнах. Выстраиваю ее рядами и формирую вот эту пенную шапку у волны, которая разбивается о скалы. Соответственно, и у остальных скал я делаю то же самое, но уже просто прижимая кисть и поднимаю ее с отрывом. То есть не очень такую не ярко выраженную пену, но что она там все-таки присутствует. Делаю это у всех камней, поскольку вода подходит и с пеной разбивается, так у нас шторм, и, как мы говорили, уже все серьезно. Продолжаю делать это в необходимых для этого местах. И теперь последний штрих. Мы набираем на кисть много влаги, много краски и белым цветом делаем напрыски, ударяя кистью о палец. Делаем это, соответственно, в тех местах, где у нас разбиваются волны о скалы и пена летит во все стороны. Вот такая экспрессия. Это будут последние мазки на нашей композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что еще хотите нарисовать.